Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусные домашние блинчики на миндальном молоке, без сахара, коровьего молока и яиц. Это мой авторский рецепт постных блинов, который я разработал для всех, кто не употребляет продукты животного происхождения, а также для тех, кто избегает сахара. Благодаря присутствию органического подсластителя блины получаются умеренно сладкими и отлично сочетаются с ягодами, фруктами, джемом и кокосовыми сливками. Постные блинчики настолько вкусные, что можно их есть без начинки, что я сам частенько практикую. И обязательно досмотрите публикацию до конца, где я покажу, какую начинку в них заправляю, чтобы завтрак был всегда на высоте. Друзья, сразу хочу добавить, что в качестве подсластителя у меня эритритол. Вместо эритритола вы можете использовать любой другой органический подсластитель по своему желанию. Растительное масло — это любое масло растительного происхождения, подходящее для термального воздействия. У меня кокосовое рафинированное масло. Более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я оставил по данной публикации. В сотейник с толстым дном, предварительно установленным на плите, вливаю все миндальное молоко. Миндальное молоко не такое жирное, как кокосовое, а потому блинчики получаются облегченные с низким содержанием калорий. Благодаря миндальному молоку блины не только постные, но при этом с ярким ароматом миндального ореха. Добавляю эритритол и соль. Помешиваю молоко, чтобы растворились ингредиенты, а на дне не образовался миндальный осадок. Температура миндального молока не принципиальна, главное, чтобы оно было просто горячее или хорошо теплое. Как только молоко стало горячее и из него начал подниматься пар, снимаю с плиты и переливаю в отдельную емкость для замеса. Добавляю псилиум, очень интенсивно перемешиваю венчиком в течение минуты. Вливаю кокосовое масло, недолго перемешиваю, всыпаю сразу всю муку, перемешиваю венчиком, чтобы мука относительно вмешалась в жидкость. Вливаю половину кипятка в блинное тесто, перемешиваю, вливаю оставшуюся половину кипятка и перемешиваю. Добавляю разрыхлитель и перемешиваю тщательно миксером в течение минуты. На раскаленную сковороду добавляю чайную ложку растительного масла для обжарки. Распределяю масло по жарочной поверхности бумажной салфеткой. Небольшими порциями вливаю тесто на поверхность сковороды. При этом стараюсь равномерно распределить тесто, чтобы оно было тоненьким. Рекомендую использовать блинные сковороды, тогда блины всегда будут получаться хорошо. Большой плюс этого рецепта, что блины нисколько не прилипают ни к поверхности сковороды, ни друг к другу. Остывшие блины можно подавать на стол, украсив в произвольном порядке ягодами или фруктами. Вот такая большая партия низкокалорийных блинов у меня получилась. В качестве начинки использую яблочное пюре, которое варю специально для себя с эритритолом. Такое пюре абсолютно безопасно и подходит для всех, кто следит за здоровьем или придерживается правильного питания. А если хотите рецепт яблочного пюре, напишите в комментариях, и если таких просьб будет много, я обязательно поделюсь рецептом. Дополнительно добавляю свежую малину. И поверьте, друзья, сочетание постных блинов со вкусом миндального ореха, яблочного пюре и малины — это просто волшебный вкус. А кто мне пишет, что я волшебник, могу ответить только одно. Друзья, я не волшебник, я только учусь. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.